Здравствуйте, мои дорогие. Смотрим чашечку. Утро доброе. Так. Что? Так. По прошлому была какая-то дорога с большим грузом. Этот груз сбросить невозможно было. Вы его тащили вперед. Поэтому какая-то перевернутая картинка будущего могла вам казаться. Ну, я тут вижу, знаете, как у вас как-то больше, ну, вы похожи на айсберг, у вас глубина больше, чем теперь, вот после того, что вы как прошли, да, вот этот жизненный путь, глубина очень больше, чем в разы, чем вот верхняя, да, часть. То есть вы, наверное, людям мало показываете себя, и, может быть, так и надо. Так, здесь буквы идут Д, У, Ду. Дальше не видно, замазано. Возможно, вот такая вот. Дальше здесь еще какое-то слово. Так, вот так было. Ну, буква К точно идет. К. Ек. Может, перед этим что-то было, и вот как-то ек. Эк. Может, эк. Экран, может, экран. Вот что-то такое идет. Экран. Это как-то два разных слова. Вот и еще здесь как АИ. Может быть АИ, если брать, смотря какой, на каком языке. И. Ну, это все по прошлому. Так, дальше смотрим. Что касается тут вас. Тут какие-то сожаления о чем-то, да, вот что в прошлом поступило как-то так, да, вот какое-то сожаление. И причем оно прям такой большой слезой может быть. Дальше в прошлом могли быть, в прошлом какие-то действия привели к тому, что вот-вот вы получите деньги. Такая нормальная сумма вам капнет на счет. Так. Люди, разговоры, вот какие-то птички, пересуды, как передача информации идет. Передача от одного к другому выше, еще выше пошла информация. И выше человек стоит вот с этой информацией, уже как полная чашка такая. Там именно как чашка, а не чаша, а чашка с таким ушком. Это собранная информация, которая помогла этому человеку приобрести вот прям как колесницу какую-то небесную. Может быть, автомобиль? Дом строится, дом. Чей-то дом строится, вы говорят так. На этом доме сидит что-то, и вот не дает этому дому и расти дальше. Как-то тяжелым грузом что-то на этом доме. И еще это похоже как на съехавшую крышу с этого дома. Так, что там с домом? У кого там, если строится дом, вот прям строится, там какая-то клетка такая получается. Ну, тут говорят, что все будет хорошо, праздник, что работа идет, что у вас будет то, что вы хотите, и стабильность это ждет вас. То есть тут все нормально. Вот если кто-то ждет, там, например, ремонт, еще какие моменты, стройка дома, стройка частного, либо многоквартирного, неважно. Здесь идет эта стройка. Ну вот опять карта дома, вот самого дома идет, видите? Здесь все будет нормально. Здесь идет процесс. А для вас это как? Вы как оно обернется? Вы эмоционально будете довольны? Да. Вы знаете как? Вы вообще-то обретете какую-то внутреннюю спокойствие, силу, уверенность в том, что вы не одна вот в этом роду, вы как будто бы нужны роду, и вот он заботится о вас. Сейчас, смотрите, вот вы сейчас видите этот расклад.
эту чашечку, вы можете спокойно попросить ваш род о том, чтобы помогли вам, допустим, если у вас тут прям вот картина жилья. Если у кого-то проблема там с, ну, допустим, перемещением, одобрением, документами, строительством жилья, потом, ну, не знаю, переездом в новое и так далее, продажи точно так же, да. То есть тут вы можете как раз попросить об этом род. Он вас поддерживает, помогает, дает силы. Дает много возможностей, открывает двери. Вот есть какая-то мужская энергетика в вашем роду, которая действительно вам очень сильно помогает по жизни. Так, я тут вижу, благословляют. Один человек благословляет второго человека. Один взрослый человек, более старший, благословляет младшего. Но это как женщина какая-то. Идет благословение. Что-то отдает этот человек вам, умный. У него рядышком есть фамильяр, какая-то собачка, животное какое-то. Ну, либо как прислужник, вот что-то есть такое. Может, это благословение. Может, это благословение над двумя. А что это за... Что это показывает? Что это за люди? Вот кто вы друг другу? Так, вот этот человек. Вот это... Издалека. Это двойка кубков. Так, смотрите, здесь любовная тема, здесь два человека. Один человек что-то дает. И над ними, как над ним благословение идет. Над мужчиной. Мужчина дает что-то женщине. Вот рядом я вижу, как кто-то стоит. Как прислужник какой-то. Смотрит тоже вот на вас, и как собачка вот так вот лапки. Кто это такой возле мужчины? Кто-то есть мужчина, например, не знаю, ребенок, животное, что-то такое, что вот оно какое-то крупное. Почему-то показали. То есть, скорее всего, что вот если вы будете с мужчиной, то у него что-то вот как рядом есть. То, о чем он заботится, и то, что ему очень верно. Ну, это вроде как не ребенок. Это что-то кто-то другой. Огромная рыба. Он стоит же на огромной рыбе. Рыба — это и деньги, и эмоции. А рыба такая здоровенная, и она какая-то темная. Скорее всего, мужчина очень сложно зарабатывал деньги, или же прям у него есть какой-то источник дохода, мощнейший просто, который не вот как акула бизнеса, либо акула в какой-то сфере, этот человек. Поняла. Вот этот радник, как он, советник, не знаю, кто-то вот как-то, он рядышком с мужчиной, он связывает его вот с этим, вот с этой бизнесом. Тут, скорее всего, эта рыба показана как бизнес. Большой какой-то мощный бизнес. Но они заинтересованы друг в друге, там пока я ничего плохого не вижу. Да, это стабильная, прочная структура, вот, которая поддерживает мужчину. И вас мужчина возвел прям на пьедестал. Вы у него как на месте. Вот так вот. Поэтому род поддерживает, мужчина есть. Все это будет. Так, скачет лучник со стрелой. Это как минотавр со стрелой. Вот, да, вот когда он с натянутой тетивой. Кто-то вот прям охотится, что ли, на вас. Какой-то минотавр. Это, знаете, вот вы кому-то дали надежду, да, и здесь так идет, смотрите, как будто бы оставили вот клубочек, да, покатился, и вот он по ниточке идет, но тут минотавр, то есть тут говорят о том, что вот похоже что-то на то, что есть мужчина, который победит любого минотавра, вот, и вот, пожалуйста, любовь у вас, солнце, и все преграды, он сейчас не совсем может действовать, может быть, так, как вы хотели бы, да, вот какой-то человек, но он преграды все побеждая, с вами есть, с вами встречается, да, с вами входит в состояние, которое называется любовь,
взаимная любовь, судьбоносная. Тут карта влюбленная. Еще одна картинка дома с большой крышей. Крыша очень богатая. Этот дом держат исполины. Вот прям как в больших дворцах вот эти исполины держат колонны, поддерживают как колонны, да. Так, что еще? Так, есть человек, который вот как залег на дно, отворачивается от вас, какая-то крупная личность. Я так понимаю, что он какой-то интерес к вашей жизни имеет. Кто это такое? Непонятно, мужчина, женщина? Ага, король. Мужчина, что он хочет от вас? Опачки. Что он хочет от вас? Очень плохой человек. Что он хочет, чтобы вот с вами было? Что? Так, дьявол, карта смерти. Это что-то странное. Он что-то хочет от вас взять. Какой-то мощный маг, колдун. Кто ты такой? Кто ты такой? Он проявится, будет проявляться. Почему дьявол тогда шел? Будет проявляться с добрыми какими-то намерениями. Почему дьявол? Что ты хочешь от нее? Так, мои дорогие, тут какая-то проверка идет. Проверка может быть ситуацией, вызванной, связанной с деньгами. Вот, либо там не потратить на что-то, либо с каким-то ресурсом, да, вот, например, ваша ценность, то, что вы не растрачиваете ни за что. Будет какой-то человек вами интересоваться, очень харизматичный, интересный, но и у него свой интерес, да, то есть он с любовью идет, хочет завоевать женское сердце, чтобы потом разбить. Ну вот он, король кубков, король жезлов, он же, в общем, тут много, но в негативных характеристиках, поэтому будьте осторожны. Пока отвернут от вас, но уже так примиряется себе, придумывает какую-то историю, будет лить в уши какую-то любовную тему. Хорошо, как вам с ним себя вести? Ну как, не давайте себя в обиду. Если нужно, просто отшейте его. Но есть в нем какое-то что-то, что вы можете с него взять. Что? Вот есть, да, вот что-то можете взять, то, что вас интересует. Угу. Ну, какой-то интересный шаг он вам поможет сделать, какой-то рисковый шаг. Когда вам этот шаг сложно сделать одной, он поможет это сделать. Это будет хорошо для вас и для ваших близких. Какой-то шаг очень важный. В общем, будьте осторожны, потому что здесь могут быть такие отношения, вот, например, как отношения совершенно, ну вот, когда отношения нельзя строить. Так, например. Особенно если вот мужчина ведет себя так как-то, и сразу видно, что он не с первой вами вот так себя вел. Может быть, там на рабочем месте. Это не значит, что вот никогда нельзя строить. И вы понимаете меня, да? То есть, скорее всего, вот мужчина так себя показывает. Когда лучше не вовлекать отношения в процесс деловой. Вот так вот здесь идет. Тут какое-то решение деловых вопросов. И не переплетайте эти вопросы с любовной тематикой, но мужчина будет у вас, конечно же, ворона. Вы для него такая загадка, такая интересная. И вот он будет пробовать со всех сторон вас, видите? Угу. Так, будьте, пожалуйста, осторожны. Держите его на расстоянии, видите как? Либо вы звезда для него, либо вот, смотрите, сидите, плачете. Короче, тут такая стрёмная личность. Будьте внимательны. Двоечка. И какой-то вот как... Вы идете к числу 2. Вот так вот здесь идет. К числу 2. Может, ко второму разу, к двойке, к цифре какой-то 2. Вы идете к паре, может быть, да, чтобы стать в пару.
плывете на кораблике. И вверх, вверх это вас поднимает по вашей жизни, да, вот вверх. То есть вы не катитесь вниз, а поднимаетесь вверх. Так, вот такой вот сегодня интересный расклад и чашечка. Я благодарна вам за все. Вам прекрасного дня. Я желаю вам самого замечательного из этого видео только забрать. Остальное не нужно. Оно трансформируется, и все-таки в переплетении жизненных ситуаций оно вернется вам только хорошим. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии и финансовую поддержку. Тех, кто это делает, я чувствую каждого. И хочу, чтобы в ваших жизнях Вселенная вам помогала в разы больше. И всего доброго. Пока-пока.